Всем привет! Я все еще не могу поверить, что вместо эстетичных субтитров вы выбрали мой голос. Но окей, давайте начнем. У меня есть вот такой оригинальный скетчбук одного из моих любимых цветов. Наклеечки тоже мои, люблю их делать время от времени. Фан-факт для таких же наблюдательных, как и я. Надпись на самом деле говорит «Зарисовский», а не «Зарисовки», что было для меня величайшим открытием. Примерно через месяц-второй после рисования в нем. Так что, если вы считаете себя невнимательным, вы такие не одни. Окей, давайте начнем. Этот скетчбук у меня с осени, если верить мне же. Это был первый раз, когда я решила, что нужно рисовать с первой странички и вообще вести скетчбук как нормальный человек. Я подумала, что это должно быть что-то интересное и вообще хорошо открывать скетчбук. Та-дам! Абсолютно бессмысленный дуду разноцветными ручками. Салфеточный Леонард. Я просто слишком люблю цветной скотч. По крайней мере, если не понадобится салфетка, я всегда могу просто открыть скетчбук. Эй! Совершенно великолепный рисунок, который я прикрываю вот такой фоточкой. Присланный мне Платоном. Все ссылки есть в описании, так что загляните к нему, не пожалейте. Люблю такие атмосферные вещи. Этот рисунок не люблю. На этой страничке я задаю себе вечный вопрос. А как мои рисунки будут смотреться в распечатанном виде? Лучше. В распечатанном виде все смотрится лучше. Конечно, быть принтер цветным, все было бы вообще великолепно. Но эта страничка вообще наглядная демонстрация моего выбора между ним и маркерами. Да. Это чтобы не отвечать на любимый нами всеми вопрос. А кто это? Это Леонард Артостендетер. Мой original character из комикса, который я уже полгода как вот-вот продолжу. Довольно старый рисунок, я бы уже подправила здесь кое-что. Вообще по многие странички подправила, но это хороший знак. Глядишь, и левелап какой нагрянет. Вот про это я все время слышу, что это лучшая пикча в этом скетчбуке. Окей. Трой. Это был один из дней One Page One Day. А мы ведь все знаем, что в этом челлендже бывали такие дни, когда ты просто... так сойдет. Отложу прогресс на завтра. Собственно, вот наглядный пример. Белая улитка. Нарисовано не мной, а Олей. Ссылочка будет внизу. Каждый раз, когда открываю страницу, я представляю себе, как это существо так медленно подползает к тебе и так дрожащим голоском шепчет «Контракт». Вообще, фан-факт номер еще один. Большую часть нашего времени вместе мы проводим у меня дома, рисуем. Мы рисовали на Новый год, мы рисовали на мой день рождения, мы рисовали в парке, когда мы пришли готовиться к экзаменам. Я называю это да мы почти художники, а она называет это у нас просто нет друзей и смысла в жизни. Ну, тоже верно. Until Dawn. Мои любимые персонажи Крис и Джош. Именно в таком порядке, как мистер. Изначально он выглядел вот так, но это было уж совсем печально, так что я решила сделать что-нибудь поинтереснее. И как мне еще не прислали запрос из Лувра. Перерисовка через несколько месяцев на паре. Ошибки вижу. Но все равно как-то вроде бы веселее стало. Да. Социальные сети. Просто социальные сети. Собственно, Крис и Себ Моран, который мне пару месяцев заменял закладки в книжках. Вот прямо в таком виде со скрепочкой. Вот, удобно. Драма Queen. Значит, здесь был Тайлер Окли, и который потрясающе гармонировал с этой надписью. Потом он отклеился с моей помощью. Так что это теперь выглядит так. Под песню я не знаю, почему у меня такие ассоциации. Привет тем несчастным, которые с первого взгляда узнали упаковочку. Я очень люблю эту картинку. Левая часть плохо вышла. Песня первая.
Кстати, тем, кто еще не знаком, рекомендую. Я сама такой жанр не очень люблю, вообще не люблю совершенно. Но Трой это исключение, потому что у него просто потрясающие тексты и вообще все то, что он делает, просто потрясающе, включая его видео, потому что они такие жизненные, шикарные. Так что оставляю вам еще одну ссылочку внизу. Кажется, мне уже пора ставить специальный хэштег. Какой-то рандомный чел и для нас. Под песню. А это Рик, который тут висит просто потому, что тут было слишком пусто без него. Серьезно, тут ничего нет. Я просто люблю эту фотографию. Логично. Я думаю, если вы сейчас смотрите это через интернет, а я надеюсь, что так и есть, потому что в другом случае я буду сильно удивлена, то, скорее всего, вы знаете, откуда эта точка. Так что, no comments. Danny Phil. Или пример того, как за пару видео 30 лет. Да почему все их любят? Как я вообще жила все эти годы без этого? Потому что, серьезно, это буквально одна из лучших вещей, которые я когда-либо видела на ютубе. Видео даже настолько жизненные, что можно буквально подписываться под каждым словом. А видео такие удивительные, как он сам. Ссылочки внизу. Да, я оставляю ссылочки на все, что меня вдохновляет. Здесь мы видим, как One Page One Day подходит к концу. И сюжеты делаются все разнообразнее. Лицо мне особо нравилось, но под рукой были только звездочки с урока с 5 классом. Та-дам! Еще одно проявление логики в этом скетчбуке. Под песню. Оля. Тоже Оля. Мой постоянно стучащий сосед сверху. Я просто считаю, что он разнашивает свои железные сапоги. Шерлок. Ссылочки оставлять не буду, не пугайтесь. Остановите свой дергающийся глаз. Ссылочек больше не будет. Спар. Честное слово, я писала be cute. А теперь, как не открою, все время бейсите. И знак бесконечности еще добавляют. Глубокого смысла. И это барашек, если что, не заяц. Кактусы. Люблю кактусы. Особенно плоские. Плоские кактусы прекрасны. Еще больше Дэна и Фила. Непонятное нечто Спар, на которое потом было наклеено другое непонятное нечто. И все. Совсем недавний рисуночек, просто потому что у меня осталось еще несколько пустых страниц. Я уже успела побывать в магазине канцтоваров, что означает, что я приобрела еще кучу разных скетчбуков, в которых я уже успела понемножку порисовать. Так что, ну вот и все.